Добрый день! Меня зовут Екатерина Пронина. И тем из вас, кто интересуется уходом за кожей лица, я хотела бы рассказать о том, что я на ваших глазах сделала. И самое главное, объяснить, почему я это сделала и обязательно буду делать в дальнейшем. А также, какое отношение это имеет к уходу за кожей лица. В этом стакане содержится настойка пробиотика Alin. Он создан на основе бактерий Bacillus subtilis и Bacillus licheniformis. А теперь я расскажу вам главное. Какое отношение имеют эти бактерии к уходу за кожей лица? Не знаю, знаете ли вы или нет, но в основе создания подавляющего большинства кремов, гелей и мазей для лица применяют протеолитические ферменты. О свойствах этих ферментов вы можете прочитать в интернете. Этой информации очень много и в рекламных материалах, и в научных статьях. Так вот, протеолитические ферменты раньше добывали из шкур и туш животных. Об этом тоже много информации. Но некоторое время назад, можно сказать сравнительно недавно, ученые-микробиологи выяснили, что протеолитические ферменты в процессе своей жизнедеятельности продуцируют, а попросту говоря, выделяют некоторые бактерии, среди которых присутствует и Bacillus subtilis. А это значит, что именно в этом бокале я готовлю для себя ферментативный раствор. Он, как я прочитала в научной публикации, легко разрушает белковые связи между отмершими клетками, отшелушивает их, освобождает кожу от пигментации и последствий акне, стимулирует синтез новых клеток, регенерирует ткани, восстанавливает дерму, ликвидирует бактерии, вызывающие воспаление и акне. А теперь я расскажу вам о собственных ощущениях после применения этого раствора. После использования водопроводной воды, я имею в виду после умывания или принятия душа, мою кожу лица всегда стягивает и вместе с дискомфортом появляется некое шелушение. Так вот, после орошения раствором кожи лица эти неприятные ощущения полностью исчезают, и кожа становится гладкой и эластичной, что, собственно, позволило мне отказаться от применения увлажняющих кремов и акваспреев. И в заключение, как же приготовить этот раствор? Для приготовления раствора вам понадобится стакан объемом 150-200 мл, теплая вода градусов 40-60, немного соли, примерно 1-2 спичечные головки, и 3 грамма пробиотика Alin. Это чайная ложка с горкой. Вносите пробиотик в слегка подсоленную теплую воду, тщательно размешиваете его и ставите стакан либо в теплое место, либо оставляете при комнатной температуре в течение нескольких часов. Чем дольше, тем лучше. Дорогие дамы, настойку этого препарата пробиотика Alin я принимаю каждый день, согласно инструкции по приготовлению автора препарата, доктора биологических наук Татьяны Николаевны Грязневой. О свойствах этого препарата в профилактике и лечении некоторых болезней я расскажу вам в следующих видеосюжетах.
Подписывайтесь на канал «Здоровье дарит Алин» и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые сюжеты. Всего вам доброго! В начале 2000-х годов российский микробиолог Татьяна Грязнева методом селекции получила 2 штамма бактерий рода Bacillus, которые по своим свойствам лидируют среди всех микроорганизмов. С тех пор эти штаммы широко применяют в Федеративной Республике Германии для приготовления высокоэффективных пробиотиков, таких как Moringa Plus, Moringa Plus Extra Star, Verdaunskräft и некоторых других. Ввиду широты диапазона в профилактике и лечении болезней, эти препараты очень дорогие. Цена доходит до 3000 евро за 1 килограмм целебного порошка. В России штаммы Татьяны Грязневой использовали только в ветеринарии и кормлении сельскохозяйственных животных и птиц. Но с недавних пор и у нас стали выпускать пробиотик для взрослых и детей с усиленной концентрацией штаммов Татьяны Грязневой. Он называется Олин. Опасаясь подделок, компания-производитель продает этот препарат только в интернет-магазине «Лидер Олин». Автор этого уникального препарата, доктор биологических наук Татьяна Николаевна Грязнева, к сожалению, не дожила до выхода Олин для людей на российский рынок. Однако мы всегда будем ей безмерно благодарны за ее труд. Ведь Олин дарит людям здоровье.